Хей, привет всем! Меня зовут Андрей, я звукорежиссер, фанат ММА и вокалист группы Шакран. Сегодня я хочу вам поведать немножко о том, как я живу и как записывался наш новый альбом Exodus. Поехали! Попал я в группу достаточно случайно, я раньше пел и писал музыку в группе Synopsis, и еще с тех пор мы были слово за слово знакомы с Димой и Валерой. В апреле 2015 года мне написал знакомый, что группа Шакран ищет вокалиста, и не хочу ли я попробовать себя на его место. У меня сразу проскочил флешбэк, потому что до этого я хотел сделать аудишн на North Lane, на Monuments, но в итоге ничего не срослось. И я подумал, почему бы и нет, почему бы не записать это именно для Шакран. Я специально не слушал версию с вокалом и решил поимпровизировать поверх инструментала. Ну и сразу сбросил этому знакомому со словами типа: я вообще утром записал, с просонья, не распеваясь, вот, и попросил его никому это не кидать. В итоге что? Вечером мне пишет Дима со словами, что я крутой кусок прислал, и я просто так это записал или действительно хотел бы поработать. Ну так-то все и закрутилось, и завязалось очень даже быстро. Лето того же года проходило в очень быстром режиме, у меня было много работы над альбомом Шакран, мне нужно было сочинить вокальные аранжировки, записать их и отредактировать, чтобы далее отправить на сведение. И некоторые песни мне удавалось продумать буквально за пару тейков, как, например, This One and the Ruler, ее я записал с первого дубля. А также припев This One был первым куском, который я записал сразу под текст и ни разу более не менял. Говоря о текстах, я пришел в группу, когда они уже были готовы и написаны Виктором Бражниковым. Тематика была выбрана по книге Исхода о 10 казнях египетских, каждая из которых олицетворялась в каждой песне. Записывал вокалы я изначально у себя дома, но затем я все-таки частично их решил перезаписать на крутой студии у профессионального звукорежиссера и хорошего человека Максима Мортона. Как вы уже знаете, Макс сделал финальное звучание нашего альбома Exodus. Он сделал все именно так, как мы предполагали, как мы слышали, и даже лучше. Мы знакомы еще с 2010 года, с того времени мне очень комфортно работать с ним. Мне нравится его подход к делу, и в большинстве своем именно работа с Максом смотивировала меня заниматься звукозаписью. Я постоянно записываю все свои вокальные зарисовки. Бывало такое, что я просто сквозь сон просыпался, потому что у меня появлялась какая-то аранжировка, я быстро включал компьютер, все это время напевал в голове то, что я слышал, чтобы успеть просто записать и дальше лечь спать. Были песни, на которые я записывал около 20 или даже более аранжировок, но в итоге все стирал и за один тейк ставил точку на том или ином куске. Также я пропевал интервалы и всяческие хоровые вокалы, как поддержку к аранжировкам. Некоторые такие моменты можно слушать просто вокально, и они звучат достаточно плотно. Хоры на Creatures of Mud и Hands Begin to Fall писались дважды. Один раз в Киеве в 6-ром и в Питере в 10-ром. Для записи все становились в круг, и микрофон переключался в круговую направленность. Вышло очень круто, как по мне, получилось погрузиться в этот процесс. Я всегда люблю какие-то эксперименты при записи, и они вдохновляют дальше на работу. Часто от вас поступали вопросы, обучался ли я где-то вокал. Вообще я самоучка, но в 2011 году я немножко занимался с преподавательницей, затем я уже сам занимался по разным методикам, а-ля Люси Фишер, Singing Success, Ken Temple и прочим.
Долгое время я целился к Бретту Мэннингу или Крису Келлеру на занятиях. Но мне посчастливилось найти человека, свободно конкурирующего с этими чуваками, да еще и находящегося в моем родном городе. А в итоге я сейчас занимаюсь вокалом с Алексом Шелестом и развиваю новые грани вокала. Всей группой была проделана колоссальная работа. Были, конечно, и трудности, но мы совсем справились. Не только благодаря нашим усилиям, а еще и вашей поддержке. Вы ждали этого более 2 лет, и теперь вы можете услышать и оценить все наши старания. What you think? Don't give to